have programs in English, we have programs in French, we have Swiss programs, we have an international baccalaureate. You're a teacher. Comment? Teacher? Oui. Комната у вас прям в главном здании, наверху вот главного здания школы. Посмотрите, вот это балкон. You can choose two options, 15 hours of intensive English or French per week, or 20 hours of English or French per week. Формат расписания абсолютно университетский. Нет такого, что ты приходишь в школу в 7, уходишь в школу в 3. Оно абсолютно варьируется. Может показаться, что я с ума сошел, пру чемодан через горы, не пойми куда. Но на самом деле идти мне 15 минут всего. И видите, везде вдоль дороги такая красота. Виноградники. Сейчас винограда еще нет здесь. Просто весь путь вдоль озера. Вот так вот с виноградниками красота. Это я не просто так показал. Это карта. По сути, это бесплатный проезд. Вот такую карточку можно получить в отеле, когда приезжаешь, остаешься в отеле. Вот мне ее дали. Это проездной, и я сейчас еду до города бесплатно, потому что она мне дает на время моего пребывания в отеле бесплатный проезд. Коллимания – частная школа-интернат, расположенная в Лозанне, Швейцария. Лозанна в целом известна как центр образования и спорта. Здесь находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, несколько университетов, занимающих самые высокие рейтинги. А само расположение города на берегу Женевского озера в непосредственной близости от швейцарских Альп делает его привлекательным местом для студентов. Территориально школа находится рядом с районом Флон. Это один из самых оживленных и динамичных районов Лозанны. Первоначально Флон был промышленным районом со складами и железнодорожными путями. Название Флон происходит от реки, которая проходила здесь и на которой был построен район. За последние пару десятилетий район попал под масштабное обновление. Склады были преобразованы в современные офисы, квартиры, рестораны и магазины, а также были добавлены новые здания. Район превратился в модную и оживленную часть Лозанны. Здесь размещают многочисленные художественные галереи и культурные учреждения, а также кинотеатр и несколько концертных площадок. Район является популярным местом, где можно поужинать и погулять, с большим разнообразием кафе и ресторанов. При этом район спроектирован с акцентом на удобные для пешеходов общественные места. Здесь есть центральная площадь, на которой круглый год проходят мероприятия. И давайте не будем забывать, что Лозанна – это единственный город Швейцарии, где есть метро. И отсюда вы можете свободно уехать куда угодно. Через дорогу от школы находится живописный парк де Монбенон. Из парка открывается потрясающий вид на Женевское озеро и Альпы. Здесь можно расслабиться и полюбоваться пейзажем. Я на самом деле не просто так снимаю это здание вокзала, куда вы приедете в Лозанну, если будете ехать из того же самого Женевского аэропорта, и из аэропорта сюда у вас займет меньше часа, и сразу же, когда вы приезжаете, вы выходите, написано «Лозанна Капитал Олимпик», что значит Лозанна олимпийская столица. Да, потому что здесь находится музей, собственно говоря, Олимпийских игр. Прямо на озере. Озеро находится ниже. И я сейчас иду в школу, посмотрел по навигатору, мне показывает 250 метров. От вокзала до школы 250 метров. Whole of the year, we would have maybe 1,000 students over the whole process of a year. But on campus, for the academic programs, we have around 200 students. We have a summer camp, which is about 70 students. And at the moment, we have around, when you say international students, we have 40 different nationalities. So if a student is coming in for the IB, we would take a student at 15 years old, and they would take the prep program, which also includes a strong English component if the student needs that. We also have the English and French language courses, which are 15 to 20 hours a week, including IELTS preparation. Это
получается первый этаж административного здания. Здесь, конкретно на первом этаже, можно найти все отделы организации школы. То есть там мы можем поговорить с главой бординга, здесь секретариат, соответственно. Вы живете рядом или где-то далеко? Недалеко. Совсем недалеко. Пешком? Да, Да. в основном. Это этаж бординга. Да. Здесь проживают, соответственно, только мальчики. Оба пространства, и позади вас, и перед вами, это два ответвления школы бординга. То есть тут проживают ученики. Вам можно на бординг? Мы не уверены. Мне нельзя, девочек не пускают на этаж мальчиков, а тебя, по идее, должен... Если подойти к главе бординга, попросить, предупредить, что вы будете в бординге, то она разрешит без проблем. Если сравнивать Женеву и Лозанну. Лозанна. Правда? Да. В Лозанне есть душа, Женева больше про деньги, про бизнес. Безумно красиво, самый большой плюс, на мой взгляд. Все абсолютно в доступности, то есть можно дойти пешком абсолютно везде. Получается, мы зашли как раз в столовую, Так. собственно. Это Здесь, столик. да, есть еще вот там крыло столовой и здесь крыло столовой. К сожалению, уже все отобедали, поэтому мы не можем вам показать еду. А сколько раз в день кушаете? Получается, поскольку мы не живем в бординге, мы кушаем один раз в день, обед, а те, кто проживают здесь, у них завтрак, обед, ужин и всегда есть какие-то перекусы. Полдник, фрукты. А там дальше что? Здесь, получается, женский бординг для девочек, да. Lausanne, there's always something to do here, and it's also very vibrant. It's got a very strong tourism industry. Well, this is on a train track. You go from Geneva, you go to Lausanne, and you go to Milan. From here, you easily get to Paris. You could even take the boat from here, go over to France. This is definitely not a boring city. There are music festivals, there are big sports events. We have the sport, the football, the hockey, the tennis. All of these are big events in the city. So there's a lot of things to do here. Можно на вот этих экранах посмотреть меню. Так, а вот лазанья у нас, десерты, фрукты. Так, и студенты. Жизнь студентов также показана на экране. Расписание на самом деле у каждого ученика индивидуально из-за разного выбора предметов, потому что на программе IB ты индивидуально для себя выбираешь 6-7 предметов, и в зависимости от этого формируется твое расписание. Формат расписания абсолютно университетский. Нет такого, что ты приходишь в школу в 7, уходишь в школу в 3. Вот это мне показали комнату, которая не менялась с начала основания школы. И вот здесь видите вот эти вот книжки, полки, шкаф, он остался вот именно еще с тех времен, то есть ему больше сотни лет. И книгам вот этим всем здесь, естественно, тоже. Школа в Швейцарии для детей начинается с 4 лет, поэтому буквально с 4 лет и вот до 17-18, пока не закончишь старшую школу, здесь можно учиться. Здесь какие такие кардинальные отличия в обучении? Можете Отличия колоссальные. рассказывать? Это поначалу, когда мы сюда приехали, в это было просто тяжело поверить, потому что наше постсоветское пространство, оно подразумевает довольно определенный узконаправленный формат обучения, который базируется на том, что учитель – это абсолютно внегласное величие, на которое никто из студентов не может позариться. То есть все построено на сплошном уважении, которое, естественно, напускное. Тут же от этого избавились, внеся, соответственно, другую систему, которая заключается на просто взаимном уважении. Это не заключается в том, что вы уважаете учителя, потому что он старше. Вы уважаете учителя, потому что он просто классный. Потому что он вам рассказывает то, что вам нужно слушать, и вы его за счет этого слушаете. Более того, в основном все домашние задания у нас творческие. Например, если взять историю, задание заключается не в том, чтобы выучить даты или имена каких-то правителей, а в том, чтобы написать свое видение и анализ происходящих событий. Это дает гораздо более глубинное понимание истории, и так намного проще запоминается.
За свою историю школа заработала репутацию исключительного образовательного учреждения. Здесь предлагается широкий спектр программ, включая среднее образование, Swiss Maturité, французский бакалавриат и дипломную программу международного бакалавриата IB. Здесь также предоставляются подготовительные классы к вступительным экзаменам в университет. Можно матюкаться. Снимай что-нибудь. Егор, Здравствуйте, Полина. очень приятно. Мы идем в библиотеку. Аполлинария, пройдемте. Открывай мне окошко. Спасибо. А дальше мне сказали, что там казино, да? Да. Или было казино? Есть. Лозанна устроена довольно просто и в то же время прозаично. Вниз мы приближаемся к набережной, к озеру. Если мы идем наверх из любой точки города, мы приходим в центр. А в центре у нас, соответственно, транспортные развязки, шопинг-центры. Я слышал, что в Швейцарии можно пить из-под крана. Это правда? Да, это правда. Вы пьете? Конечно. У них тут даже в домах не стоят никакие, фильтры или что-то. Вы просто прямо из-под крана набираете. и Не всё. боитесь? Нет. Ничего не произошло с вами? Год вот уже живем, и вроде как Пока нет. здоровы. Занятия проводятся на французском и английском языках, и у студентов есть возможность изучать другие языки. В целом о программах и зачислении можно узнать на нашем сайте www.smaps.ru, где консультанты отвечают на все вопросы.